Так, итак, нас просили сделать еще одно видео по медведям уже от нашего фонда. Значит, в мае этого года благотворительный фонд «Верность» подкинул нам медведя, который принадлежит российскому обществу, короче, Балтийской заботе о животных. Вот эту вот самую медведицу. В наш вольер, без нашего согласования. Соответственно, она заняла выгульный вольер наших двух медведей. И ввиду того, что двери, которые открываются в прогулку, на них замки внутри вольера, мы не можем сейчас ничего передвинуть, никуда никого открыть, никого никуда пересадить. Вот, соответственно, эта самка, Глаша тоже самка, они друг друга не любят. Глаша находится в постоянном стрессе, съела у себя полы. Эта Феня тоже психует, съела полы в прогулочном вольере. И вот 2 месяца Феня живет полностью в собственном говне, потому что у нее нет возможности убраться. У наших можно убрать только вот эти вот кормовые отсеки, которые мы прибираем, и вот в которые мы стараемся какие-то развлечения положить для медведей. Вот сейчас это трухлявая древесина, ну, чтобы хоть как-то медведи реализовывали себя, потому что они сидят в маленьких клетках без возможности выгула. Предложения все вот куда-то передать, там построить клетку, пожалуйста, занимайтесь, ребят. Как бы это не мой медведь, я не имею права с ним делать ничего. Вот, и все, кто считает, что надо срезать замок и отвезти ее в лес, там, вот, я вам адрес дам, срезаете, вывозите, делайте, что хотите. Да, Глашуня? Глашуня вообще девочка ласковая, сладкая, я ее раньше гладила, это видно по нашим предыдущим видео, но сейчас уже не могу, потому что она стала брать агрессию к человеку, ну, ей плохо, она в стрессе, и даже Потап как бы уже проявляет агрессию и к человеку, и к Фене, потому что, конечно, ну, в таких условиях нормальные люди существовать не могут. Вот. Что мы с этой стороны можем? Мы обратились в прокуратуру. Прокуратуры мы получили уже подтверждение, значит, нашего заявления, то есть они рассмотрели документы о собственности на вольер, да, о происшедшей ситуации, прислали нам ответ, что да, как бы, они получили подтверждение нашему заявлению и сейчас выставили представление на адрес вот владельцев этой медведицы. Но так как владельцев у нее 150, то есть изначально она принадлежит Алтайскому краю. Алтайский край передал благотворительному фонду одному в Алтае. Благотворительный фонд этот передал Балтийской заботе о животных. А Балтийская забота о животных уже по документам, не по документам, я не знаю, сунула ему верности. Соответственно, мы ждем ответы от этих вот организаций. Балтийский фонд ответ пока не дает, то есть в течение месяца у них есть на ответ, они, я так понимаю, не будут его давать, но прокуратура раньше, чем пройдет срок от представления, она не может дальше действовать, да, поэтому мы вот все ждем. Ну, как бы они тянут время, они издеваются над животным, то есть вот это вот содержание нельзя назвать гуманным ни к одной медведице, ни тем более ко второй медведице. И поэтому, когда они начинают говорить, что тоже кто там из вас прав, там не прав, посмотрите на животных. Вот как можно вот такое вот содержание назвать правильным или правым, или вот что бы там ни был, какая бы я ни была, не знаю, плохая, неплохая, там еще какая-то, но это не повод делать вот такое вот с Глафирой, да, она не виновата. Даже если бы там были какие-то вот недопонимания между мной и этими благотворителями. Вот, что мы можем? Я не знаю, насколько получится, хотя мне вот тут вот знакомые говорят, что получится, и люди там предлагают собирать деньги на вольер. Мы не можем собирать деньги ей на вольер, потому что она не наше животное. Вот, она животное, еще раз повторюсь, Алтайского края. Мы собирали нашим, ну, и большая часть вкладывалась, как бы, ну, большая часть вкладывалась я сама в этот вольер. Естественно, не собираюсь его никому отдавать. Вот, и у нас есть расчетный счет в Сбербанке, которым мы практически не пользуемся, мы его просто завели, и как-то он пустой. Ну вот, мы хотим открыть спор на потенциальную покупку земли для нашего центра. Я, честно, не очень уверена. Это такой, как бы, ну вот, прыжок веры, как бы, да, вот, что, может быть, получится. То есть сумма достаточно большая. Мы смотрим сейчас Всеволожский район Ленинградской области. Это порядка, ну, то есть там 4 гектар, это не менее 5 миллионов. Ну, я не знаю, получится ли у нас собрать 5 миллионов, но, с другой стороны, вот, как бы, ну, здесь оставаться невозможно, потому что люди, которые могут сотворить такое с животными, да, вот мне все говорят, типа, а ты вот не боишься, что они что-то сделают там с другими животными? Вы знаете, сейчас начала бояться, потому что до этого мне казалось, что, ну, они же собачкам помогают, вроде как тоже какие-то зоозащитники, должно быть какое-то, хотя бы к животным какое-то уважение, но вот после этого я, боюсь, что мы, да, не знаю, что Ярика там могут убить или еще что-то случится, то есть, ну, я не знаю, что ждать от этих людей, то есть вот при таком вот подходе, при таком вот решении, которое считает, что амбиции, они дороже, чем жизни животных, ну, все, здесь, как бы, к сожалению, нет возможности к диалогу или какой-то выравниванию ситуации, потому что, ну, даже если сейчас ее перевезут в новый вольер, я говорю, было сделано то, что было сделано, было поставлено под
риск 3 жизни животных. Ну, все, это край, это грань, как бы, ну, я не вижу возможности вернуться обратно. Вот, поэтому, ну, пока так. Я дам там снизу все реквизиты нашего этого расчетного счета. Если вдруг, не знаю, там город откликнется и предложит нам территорию, а мы расторгаем, да, соглашение с городом, ну, вот ввиду всей этой ситуации, как раз и отсутствие, как бы, собственной земли, потому что, ну, это небезопасно возить сюда животных, в принципе. Так вот, если вдруг город, не знаю, завтра или какой-нибудь большой спонсор откликнется и нам предоставит вдруг какую-нибудь 4-гектарную территорию для нашего центра, то, соответственно, все собранная сумма пойдет на строительство. Я еще раз говорю, расчетный счет практически не используется, на нем там 13 тысяч рублей сейчас, мы сделаем скрин, и вот, соответственно, будем эту сумму просто держать, не тратить ни на карман, ни на что, просто вот, ну, если вдруг получится у нас переехать. Если не получится, тогда уже дальше будем решать. Это официальный расчетный счет фонда, поэтому все по белому, ну, опять-таки, инструкцию я все напишу, как нам можно пожертвовать на него. Вот, спасибо большое за внимание.